Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что же делать, если вам пожелали плохого. Если вам что-то сказали или что-то вам пытаются сделать, то именно эти практики помогут вам нейтрализовать любой негатив и вернуть любое зло вашему врагу обратно. Давайте разбираться, что это за практики и в какой момент какие обязательно вам стоит провести, сказать или сделать. К сожалению, многие люди очень мало уделяют внимания значению слов, которые они произносят по несколько раз в день и повторяют на протяжении своей жизни. Поэтому важно знать и думать, что вы говорите вслух, ведь словом можно принести непоправимый вред. Ведь вы знаете, есть такая пословица, которая передавалась нам поколениями для того, чтобы обезопасить нас. Слово, которое вылетает из нашего рта, не имеет обратной дороги. Придерживаясь этого, можно от многого себя обезопасить. Но также с помощью правильных слов можно и помочь, подтолкнуть человека в нужном направлении и даже помочь ему пережить сложный жизненный этап. Правильные слова могут помочь избавиться от различных неприятных жизненных ситуаций и проблем. Слова способны и выставлять оберег, и отталкивать различные, порой даже очень сильный негатив. С помощью слов мы не высказываем эмоции, как многие считают, а усиливаем всплеск энергии, который ощущаем в данный момент. Поэтому очень важно следить за тем, какие слова находятся в постоянном обиходе, пересмотреть их, убрать те, которые вредят, и заполнить теми словами, употребляя которые, возможно, будете делать свою жизнь и окружающих людей с каждым днем только лучше и лучше. Благодаря этому мы можем менять и корректировать все, что только пожелаем. События, которые происходят вокруг нас, напрямую зависят от слов, которые мы произносим. Поэтому так получается, что каждое из слов, которое мы употребляем, несет свою энергетику. Слова, которые не наделены, просто не существуют. Каждый из нас употребляет свои слова. Мы все уникальны и отличаемся друг от друга, но, казалось бы, употребляя часто одинаковые слова, но из которых складываются предложения уже с разным контекстом. Мы формируем свою особую жизненную дорогу. А какой она будет, положительной или отрицательной, зависит только лишь от нас. С помощью слов вы способны отправлять сильные энергетические посылы, которые притягивают к нам как удачу, так и неудачу, как счастье, так и несчастье, как любовь, так и разрушают наши отношения, деньги, так и безденежье. Поэтому перед тем, как что-то сказать, изначально, как только вы надумаете что-то менять, нужно обязательно следить за каждым своим словом. Сначала думать, а уж потом произносить. Да, это очень непростая работа, и, к сожалению, справиться с ней получается не у всех людей. Поэтому люди бывают успешные, а бывают и нет. И если проследить за их речью, вы сами увидите, насколько она будет кардинально отличаться, и люди из первой категории обычно говорят намного медленнее, не спеша, так как обдумывают все, что пытаются сказать, что не пытаются транслировать в этот мир. А вот люди из другой категории часто сначала говорят, а затем уже думают. Часто в порыве злости мы говорим много того, что приносит в нашу жизнь изменения не в лучшую сторону, наполняет ее неприятностями, различными проблемами и даже порою бедами, и избавиться от этого совсем непросто. Поэтому нужно научиться контролировать свою злость. Когда вы чувствуете, что злитесь, подносите к лицу правую ладонь, смотрите внимательно на ее центр, затем делайте ней 3 круга вокруг вашего лица, сжимайте крепко кулак и затем открывайте его и трижды струшивайте рукой. Так вы соберете весь негатив и выбросите его, не позволив принести себе вред. Это очень простое действие, но знают о нем, к сожалению, немногие люди. Очень большое влияние на нас имеет и то, что говорят другие люди по отношению к нам, так как своими словарными посылами они способны повредить наше биополе. Мы из-за этого станем подвержены сильному негативу, и жизнь повернется в плохом направлении для нас.
Если в отношении вам произнесли какие-то негативные слова, вам сразу же нужно на них отреагировать. Сделав это, вы отобьете от себя негатив, и эти слова уже не принесут вам вреда. Если знакомый вам мужчина пожелал вам что-то плохое, сказав какие-то гадости в ваш адрес, скрестите пальцы на правой и левой руках и проговорите трижды такие слова. Слова твои не принимаю, защиту от них выставляю. Свои помыслы обратно забирай, и мне вреда не причиняй. Это поможет вам выставить защиту и вернуть слова туда, откуда они к вам пришли. Если у вас получился неприятный разговор со знакомой вам женщиной, которая отправила по отношению к вам негативные помыслы или слова прокляны, сразу выставьте вперед правую ногу и проговорите такие слова. Все плохие слова, что по направлению ко мне идут, стороной меня обойдут. Хозяйка их забирай и больше по сторонам не распространяй. Так вы снова таки выставите защиту и вернете слова тому, кто их произнес. Ну а если вы чувствуете, что при разговоре с человеком вы начинаете чувствовать недомогание, что ваши энергии после каждого сказанного слова уходят, это означает, что человек энергетический вампир. Поэтому сразу в левом кармане скрутите дулю и проговорите такие слова. Все, что сказано, на меня не влияет, сильную защиту обретаю, все посылы разбиваю и свое биополе защищаю. Проговорив эти слова, вы сразу почувствуете уверенность и силу в себе. А вот ваш собеседник, наоборот, постарается побыстрее от вас отойти и прекратить свой разговор. Если во время разговора женщина старается громко говорить, проявляет эмоции, это означает, что она способна отобрать ваши сильные энергии, так как ними будут подпитываться. Поэтому сразу сожмите два кулака и проговорите такие слова. Тебя не воспринимаю, все твои слова меня огибают, в дремучие леса улетают и твои энергии забирают, а мои при мне оставляют. Главное, будьте уверены в своих силах и в том, что вы справитесь. Если вы идете и вам в спину говорят какие-то неприятные слова, тогда зажмите на левой руке мизинец большим пальцем и скажите следующие волшебные слова. Слова услышанные возвращаю, помыслы негативные не принимаю. Человек, сказавший эти слова, на себе ощутит обязательно их силу. Если вы знаете, что неприятные или злые слова сказала вам ведьма, такой посыл очень сильный, и действовать здесь нужно очень быстро. Отбить его просто словами у вас не получится. Поэтому первым делом сразу же скрестите руки на груди и проговорите такие слова. Руки скрестила, положительные энергии этим движением приманила. Ко мне придите, щит установите, негатив сильный, отбить помогите. Проговорив эти слова, сразу идите в магазин и купите пачку соли. Далее отойдите в место, где вам никто не мешает. Сделайте ней вокруг себя круг. При этом проговорите обязательно такие слова. Соль собери, негатив в себя вбери. Все злые помыслы ведьме возврати. Мою энергетику убереги, что отобрала, пусть вернет и свой негатив во вред себе же и развернет. Затем выйдите из круга и в каждую руку возьмите по жмене соли. Из правой киньте через левое плечо, из левой киньте через левое плечо. И при этом скажите следующие слова. Этим действием защиту от зла выставляю. Больше негатива не боюсь. Он ко мне даже близко не подойдет и вреда точно не принесет. Впредь эта женщина после проделанного будет обходить вас стороной, так как ей возле вас будет становиться некомфортно, и она будет плохо себя чувствовать. Ну а если у вас в коллективе возник спор, то чтобы не принять этот негатив, нужно проговорить такие слова. Все, что мне сказали или пожелали, обратно отдаю, ничего из этого для себя не беру. Сделав это, вы отобьете обязательно весь негатив.
Ну а если начальник начал вас ругать, и вы, соответственно, не можете ему ответить, тогда мысленно выставите перед собой зеркало и при этом скажите такие слова: «Все, что в мой адрес вылетает, зеркало вбирает и обратно недоброжелателю его негатив и возвращает». Это поможет вам не притянуть плохие энергии, сказанные слова даже не испортят вам настроение. Если вы знаете, что вам предстоит неприятный разговор или придется долго находиться в одном месте с неприятными, недоброжелательными или завистливыми людьми, тогда купите зеркальце и подержите его над белой свечой со всех сторон. При этом проговорите такие слова: «Зеркальный оберег создаю, с его помощью из любой ситуации выйти смогу. Биополе в целостности сохраню, а посылы приумножу и верну». Перед тем, как заходить к таким людям или перед встречей, сделайте ним вокруг себя 7 кругов. Затем положите его либо за пояс, либо в карман, либо в сумку, но держите с левой стороны. Это достаточно будет сильный оберег, он поможет даже в самых трудных ситуациях, и вам не о чем будет переживать. Но после встречи обязательно протрите его соляным раствором, чтобы убрать весь негатив, с которым зеркальце столкнулось. Если во время конфликта что-то нехорошее вам сказал близкий человек, тогда сразу проговорите такие слова: «Все, что сказано не со зла, осыпается и в положительной энергии для нас перевоплощается». Сделав это, вы не только не примете, но и не вернете негатив близкому человеку, но и перевоплотите его в хорошие энергии, что очень быстро уладит между вами конфликт. Если вы сказали что-то плохое, тут же пожалели об этом, нужно сразу нейтрализовать свой посыл, который не только тому, кому вы его отправили, принесет вред, но и вам. Для этого тут же 3 раза повернитесь против часовой стрелки и трижды проговорите после каждого круга такие слова: «Все, что сказала не со зла, слова свои обратно забираю. На поля, на горы их отсылаю, где никому вред не принесут, так как люди в тех местах никогда не пройдут». Это поможет вам нейтрализовать то, что вы произнесли. Но чтобы окончательно все уладить и негатива не осталось, даже если вы считаете, что вы правы, все равно возьмите и извинитесь. Это не только уберет весь лишний негатив, но и сохранит ваши отношения. Поэтому, друзья, обязательно возьмите во внимание себе очень простое правило в свою жизнь, что перед тем, как вы надумаете или захотите что-то произнести вслух, закройте глаза, остановитесь и подумайте, стоит ли вам это делать, стоит ли вам это говорить. Проведите параллель и посмотрите, куда это в результате может вас привести. Если вы будете согласны с результатом, конечно же, делайте, как вы посчитаете нужным. А если вас что-то напугает, значит, просто промолчите и уйдите. Это сбережет вас и ваши энергии и не испортит вам жизнь. Не вступайте в споры с глупыми людьми. Кроме как сеять негатив, к сожалению, они ни на что не способны. Наполняйте вашу речь новыми словами, и вы видите, как в вашей жизни все будет складываться успешно и хорошо. Многие люди не обращают внимания на то, кто их окружает, а также что люди говорят. Очень многие люди сплетничают, очень многие люди желают зла. Почему? Потому что люди завидуют. И вот зависть — это самая такая вот тяжелая программа, и от нее нужно избавляться. Как бы вам не было тяжело на данном этапе в жизни, если вы будете отправлять посылы негатива, посылы зависти, злости, то тем самым вы ничего хорошего, к сожалению, себе не привлечете. И вы должны научиться осознавать и понимать, что все, что вы говорите, рано или поздно возвращается к вам. Вы посплетничали и подумали о том, что я ж просто сказала что-то, да, а это к вам вернулось, не к вам, так к членам вашей семьи. Вы кого-то обозвали в общественном транспорте, и это к вам же вернется. Не обязательно в общественном транспорте, это может быть на работе, это может быть произойти в
у подъезда и так далее. Вы должны понимать, что сегодня закон бумеранга, он очень четко работает. И многие люди потом задаются вопросом, а почему это со мной произошло? А подумайте, что вас к этому привело. Ведь есть всегда первопричина, на которую никто не обращает внимания. Все всегда видят уже в конечном итоге, что произошло. И вот здесь многие люди допускают вот такие вот ошибки. Поэтому, друзья, следите за своими словами, посылайте всем энергию любви, благодарности. Даже если люди злые вокруг вас, помните о том, что вы любите, что вы уважаете, и вы цените, и вы не несете никому негатива. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите слово «защита». Пусть Вселенная, высшие силы вас оберегают и помогают вам. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.